Девочка Уэнсдей. Ну а чтобы не стать девочкой Уэнсдей, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Совершая обход по лесу, голем, древний странствующий защитник леса, натыкается на молодую человеческую девушку по имени Сомали, закованную в цепях. Он берет ее под свою опеку и принимает титул ее отца. Они путешествуют из города в город, знакомясь с историей своей цивилизации. Они узнают, что война между монстрами и людьми почти уничтожила человеческую расу, и что хотя некоторые из выживших сбежали, чтобы жить, многие другие оказались рабами или пищей. Сомали убегает от голема во время шопинга в городе и гонится за кошкой, в конце концов оказываясь загнанной в угол в переулке. Кот, который впоследствии оказывается монстром, почти признает Сомали как человека по ее запаху, но его пугает голем. Голем отчитывает Сомали за то, что она заблудилась, и они отправляются к следующему месту назначения. Но голем понимает, что маленькие дети действуют из чистого любопытства. Он протягивает ей руку, чтобы она оставалась рядом с ним. Сомали спотыкается и падает во время погони за рогатыми кроликами во время завтрака возле ручья, при этом повредив колено. Шизуна карлик появляется из ниоткуда и предлагает помочь перевязать травму Сомали, а затем пригласил их обоих к себе домой. Там они встречают Ябаширу, который работает помощником Шизуна. Накормив Сомали, голем просит Шизуна обучить его методам медицинской травологии. Шизуна соглашается в обмен на небольшой кусок доспехов голема для изучения в медицинских целях. Пока Шизуна учит голем различными медицинскими комбинациями, Сомали просит Ябаширы поручить ей работу по дому в обмен на то, что голем пожертвует часть себя ради нее. Когда Шизуна начинает жалеть о том, что попросил осколок голема, они уверяют гнома Они, что его муки схожи с муками Сомали, когда она ранит себя, чего он больше никогда не хочет видеть. Той ночью, пока Сомали спит, голем рассказывает, что он путешествует с Сомали, чтобы найти ее родителей, но у него есть всего год, прежде чем он навсегда отключится. На следующее утро они прощаются со своими хозяевами и возвращаются в лес. Сомали и голем прибывают в Антуал-Сити, деревню в пустынном каньоне. Они не зарабатывают достаточно денег, продавая оставшиеся товары, поэтому голем устраивается на работу официантом, чтобы пополнить свой кошелек. Закусочная, которой управляет семья леноподобных шуриганов, почти пуста, поэтому голем подменяет раненую мать, а Сомали подружилась с их маленькой дочерью Кикилой. Во время своей смены голем слышит о людях, живущих на другой стороне пустыни, но не может позволить себе необходимое снаряжение. Из-за своей занятости голем проводит меньше времени с Сомали, что делает ее одинокой. Голем неохотно отпускает Сомали с поручением с Кикилой в другой город. Во время их разговора Сомали выражает свой страх, что голем бросит ее, как только их путешествие закончится. Чтобы развеять ее страхи, Кикила ведет Сомали в священную пещеру под городом. Они исследуют таинственную пещеру и находят поле светящихся цветов, но при этом они также пробуждают монстра, похожего на гриб. Неряшливое волкоподобное существо прогоняет чудовище, который готовился напасть на Сомали. Мутрика, человек-волк, оказывается хранителем подземной камеры и учителем Кикилы. Они видят, как цветок Сомали теряет свое сияние и умирает из-за недостатка питательных веществ из мистического дерева Цучиями. Уговорив Мутрику, троица исследует пещеру, чтобы найти цветок, исполняющий желание Сомали. Они добираются до ядра пещеры и находят гигантское дерево Цучиями, окруженное цветами. Огромный монстр-ящерица прерывает выбор Сомали и благословляет ее желание и дух. Голем ругает Сомали за отклонение от поручения, побуждая ее бежать в свою комнату. Рассказав об их испытаниях, Мутрика убеждает голема выслушать версию Сомали, но Сомали заболевает и отказывается есть. Голем спешит купить лекарство, понимая, что он может быть отчасти виноват в травме Сомали. Пока Сомали отдыхает, Кикила и отец Кикилы говорит голему, что воспитание детей – это процесс обучения. Но голему снова приходится работать, потому что накануне вечером он потратил заработанные деньги на лекарства для Сомали. Когда голем открывает закусочную, к нему подходит Мутрика, который сообщает ему, что его обещание остаться с Сомали не будет выполнено. После нескольких дней, проведенных в пустыне, Сомали и голем прибывают в деревню Винокап. Там они встречают Гарпию Узой и больного сокола Хайтору. Пернатый дуэт предлагает голему и Сомали отправиться в путешествие, и они с радостью соглашаются. Без их ведома Узой обнаруживает, что Сомали человек, а Хайтора замаскированный человек, превратившийся в Гарпию. Узой планирует использовать Сомали, чтобы помочь Хайторе. Группа отправляется в путешествие по пустыне, встречая по пути песчаные бури и пустынных зверей. Чтобы помочь Узой захватить Сомали и заявить, что ее кровь спасет Хайтору, Хайтора открывает голему, что он человек,
Хайтора рассказывает Голему, что странный порицатель сказал ему и Узой, что если найти новую чистую кровь, она излечит его испорченную кровь. Поэтому Узой намеревается взять кровь Сомали. Сомали вырывается из рук Узои, но падает в подземный пруд, вынуждая Узой спасти ее, извиниться и объяснить свои действия. Сомали прощает Узой за то, что та спасла ее от утопления, и тут появляется Голем. Хайтора рассказывает Голему, что у него была семья в маленьком фермерском городке, который был атакован монстрами во время войны. Из-за недостатка пищи он убил мать Узой и принес ее в убежище своей семьи, чтобы съесть. Это жестоко превратило его семью в гарпий и убило их, но пощадило его и оставило его деформированным. Позже к нему подошла Узой и привязалась. Узой не спит и слышит историю Хайторы. На следующий день Узой из Сомали уносит сильный песчаный смерч. Вскоре их находят, но их преследует чудовище. Хайтора уводит его, намереваясь умереть ради Узой, но она его спасает. Затем она прощает его и говорит ему жить ради нее. Голем чувствует вину за то, что нарушил обещание остаться Сомали, после того, как увидел, что Хайтора обещал остаться с Узой. Он рассказывает Хайторе о своей предстоящей смерти и о деревне к западу от пустыни, где он может найти информацию. Достигнув конца пустыни, Хайтора и Узой уходят, а Голем и Сомали направляются в деревню, о которой ходят слухи. После долгого путешествия они попадают в волшебную деревню, где живут дружелюбные ведьмы. С помощью сестер-ведьм Хейзел и Пролины они находят книгу о людях под названием «Хроники Хайраса». Но на Сомали внезапно нападают монстры-книгояды по имени Пескофиш. После победы над ними на Хроник нападает огромный Пескофиш. Она пытается бежать вместе с ним, но чудовище уничтожает его и обращает свое внимание на Сомали. Голем останавливает чудовище, но теряет большую часть своих доспехов. Сомали рыдает из-за ранения Голема и потери книги, но он уверяет ее, что ее безопасность превыше всего. Ведьмы проверяют, читал ли кто-нибудь хроники раньше, и только Изольда, главный библиотекарь, читал ее. Пролина решает дать Голему карту библиотеки, чтобы помочь им найти дорогу, учитывая ухудшение здоровья главного библиотекаря. Однако их ловят монстры-охранники и объявляют их нарушителями. Голем хватает Сомали, и они вдвоем пробираются в самое сердце библиотеки, где живет стареющий главный библиотекарь. Изольда рассказывает, что опыт общения ее предка с людьми в молодости, когда она была маленькой девочкой, вдохновил ее на написание хроники Хайраса. Она объясняет, что в детстве Феодара потерпела крушение в деревню людей, который управлял голем по имени Хайраса. Феодара быстро привыкла к культуре деревни, но ее чувства были быстро разрушены, когда жители деревни объединились, чтобы убить мирного соседнего монстра. Она вынуждена раскрыть свою нечеловеческую природу, чтобы спасти жителей деревни, и в результате ее называют гротеском. Изольда завершает рассказ, описывая людей, которые живут на краю света. Она также признается, что знает, что Сомали человек, но она гордится тем, что встретила человека, который заботится об их мире, прежде чем скончаться. Голем и Сомали ищут укрытие от дождя в большом доме на дереве по пути к своему следующему пункту назначения. Дом пуст на время сезона, но в нем все еще есть кухонные принадлежности, поэтому Сомали просит Голема приготовить для нее еду. Голем готовит суфле по рецепту, которое Сомали считает очень вкусным. Шизуна и Башира появляются у их дверей, прося приюта, прежде чем они успевают закончить приготовление суфле, а также предупредить Голема о шатающемся зубе. На следующий день они присоединяются к группе и отправляются в дикий ушедший город в поисках знаменитого дантиста. Они находят дантиста, похожего на мышь, который объясняет им все тонкости стоматологии, но Сомали в ужасе от своей новой проблемы с зубами. Она сталкивается с бандой головорезов, что приводит к драке в переулке между ними и Големом. Во время потасовки у Сомали выпадает зуб, но когда они возвращаются к дантисту, он говорит ей, что это был молочный зуб, который подлежит замене. Нуждаясь в ночлеге, группа обращается к трактирщику, который предлагает свою комнату в обмен на помощь группы в избавлении от предыдущей банды, а также роль городских телохранителей. Шизуна подтверждает человечность Сомали с Големом, пока та спит в своей новой кровати, и узнает, что Голем променял свою лесную опеку на ее защиту. Голем рассказывает Шизуна о том, как он встретил Сомали в своем лесу. Он наткнулся на перевернутую телегу, полную мертвых людей, на которых напали во время патрулирования. Лесной зверь отвел его от обломков к девушке, закованной в цепях под деревом, где она резко назвала его папа. Против его воли девушка стала преследовать его в любое время дня и ночи, в дождь и в солнце. Голем со временем привязался к ней и даже спас ее от утопления, когда она прыгнула в пруд, чтобы достать броню Голема. Голем решает покинуть лес вместе с девочкой, чтобы найти людей, и дает ей имя Сомали в честь животного, которое впервые привело его к ней.
В настоящем голем завершает свою историю и открывает Шизу на свое искалеченное физическое тело, так как оно приближается к смерти. На следующий день группе поручено охранять город, поэтому голем и Ябашира отправляются на работу, а Шизуна присматривает за Сомали. Сомали обдумывает, какой подарок подарить голему в течение следующих нескольких дней, пока он работает, и в конце концов решает что-нибудь связать. Однажды приходит Роза, трактирщица, с едой и припасами для группы, а также с помощью с подарком для Сомали. Она учит Сомали, как вязать браслет для голема, а когда у нее получается, она крепко обнимает ее. Роза, в свою очередь, сталкивается с прежней бандой и сообщает им, что она узнала, что Сомали человек. Голем и Ябашира закупают припасы для своего путешествия, в последний раз завершая свои повседневные дела, в то время как Сомали заканчивает свой браслет. В тот вечер Сомали дарит голему свой подарок, и он с радостью удивляет ее, подарив ей похожий браслет, который он нашел в городе. Они все играют в снегу, когда голем замечает вдалеке охотничью группу, которая ищет людей. Ябашира признает человечность Сомали и соглашается отвлечь внимание группы, пока голем, Шизуна и девочка бегут к ближайшей шахте. Когда к ним приближается другая охотничья группа, путь им преграждает сломанный мост, вынуждая голема нести двух других и прыгать в пещеру вниз. Они уже уходят, когда появляется Роза, и под предлогом помощи им запирает их в клетке. Роза рассказывает им о том, как соседнее человеческое поселение преследовало ее деревню в детстве, заставляя ее мстить всем людям. Охотники приближаются, чтобы убить, но голем падает в обморок и теряет руку, когда пытается бороться, ведь он израсходовал всю свою жизненную энергию. Голем превращается в чудовищного неповоротливого зверя, когда Сомали забирают. Шокируя охотничий отряд, голем нападает на охотников и заставляет их в ужасе бежать. Сомали преграждает голему путь к разрушению, когда он преследует их, заставляя его прийти в себя и отключиться. Через несколько дней он просыпается на лесной поляне, извиняется перед всеми за свои действия и объясняет, что его раны не заживут так быстро, как у других. Вечером они с Сидзуна отправляются на прогулку, и он рассказывает Они, что его физические способности были ограничены, и отведенное ему время может быть сокращено. Хотя Они все еще верит, что можно что-то сделать, чтобы ему помочь. На следующий день группа прибывает в город, где проходит ежегодный фестиваль. Голем ускользает от всех, пока они смотрят карнавальное представление, чувствуя, что его время пришло и пора уходить. Сомали понимает это и бросается на его поиски, что она и делает в ближайшем лесу. Когда она приближается, голем говорит ей, что без него ей будет лучше, приводя в доказательство его недавний всплеск гнева. Сомали умоляет его остаться, и голем в конце концов понимает, что у него есть чувства. Отец и дочь обещают друг другу остаться вместе навсегда. Вот такая вот история про голема и девочку Сомали.